Всем привет, меня зовут Кируша, и я очень рада вас видеть, и я так соскучилась по хоум-видео, то есть вот я смотрю, у меня сейчас горизонт завален, как говорят блогеры, значит, все в порядке, значит, я дома, у меня всегда так, и я снимаю на фоне у меня моя кухня, елочка, скоро Новый год, сегодня кто-то празднует Рождество, я по всему миру, я поздравляю, может быть, кто-то придет на мой канал, будет смотреть, поздравляю вас с Рождеством, ну, а нас в скором времени ждет Новый год, обожаю этот праздник. Осталось 6 дней, и я думаю, что у многих уже стоит дома елочка. Я, кстати, в последнее время встречаю людей, которые очень просто к этому празднику относятся. Даже не будут особо там праздновать, ни оливье, не будет ничего остального. В общем, вот так. Но это обожаемый мой праздник, у меня всякие такие штучки я тут подготовила. Сейчас, в общем, покажу. В этом видео я буду, во-первых, сделаю чистосердечное признание. Я скажу то, что не говорила в течение года. Хочу быть просто честной с вами. Просто я не говорила, потому что я подумала, что канал у меня маленький, но тем не менее люди потихонечку подписываются. Кто-то там подписался из-за Таиланда, кто-то из-за косметики, кто-то из-за ремонта или кто-то из-за того, что я высказываю свое мнение. Вот, поэтому просто, чтобы люди просто так не подписывались, ожидая какое-то видео там про косметику, к примеру, или еще про что-то. Я просто хочу быть честной, вот, так что, в общем, в этом видео скажу, чисто сердечное признание сделаю. А также в этом видео я обсужу голую вечеринку, о которой говорят сейчас все, пишут все, и выскажу свое мнение. Значит, скоро Новый год, и вот такие штучки, я фанат всяких новогодних штучек, то есть вот сейчас похвастаюсь, у меня такие свечи, такая в виде елочки подсвечница, подсвечник, такие шпажки, вот звездочка тоже, вот елочка, или там фотолетку можно засунуть, формочка в виде звездочек. Такие тарелочки я покупала. У меня была целая традиция. Такие нитки золотые, там подарки я завязывала с бантиком. Вот такая у меня игрушка есть. Кролика. Это мама, там семья в магазе продавалась. Семья, там папа, ребенок. В общем, я разделила семью. Такая я плохая. Все, добавила я немножко кадра в кадр Нового года. Приступаю к обсуждению. Значит, первое, что я хочу сказать по поводу голой вечеринки, высказаться. Ну, первое, конечно, что я подумала, когда услышала об этом, это то, что люди, конечно, очень сильно оторвались от реальности. Мне кажется, тоже можно предъявить, что я там уехала отдыхать, сейчас вообще надо сидеть, сейчас такое время и так далее. Да? Мы типа не должны не отдыхать, не радоваться ничему, и все. Вот. Ну, на это, во-первых, я хочу сказать, конечно, что жизнь идет. Это все может, эта ситуация немирная может происходить уже очень-очень долго, а все-таки жизнь наша продолжается. Это раз. А во-вторых, конечно, каждый, я думаю, что если взять там, как называют звезд, да, там эту Настю или там этих людей, которые были на этой вечеринке. Ну, во-первых, для меня звезды, конечно, немножко другие люди, вот. Это под вопросом, звезды они или нет. Вот, например, взять обычного человека, к примеру, да, ну, он же тоже устраивает вечеринки. Вон у меня недавно соседи какую-то вечеринку там загрохали, орали, кричали всю ночь. Мы же не знаем, в чем они там были. То есть здесь просто вышла в свет эта вечеринка. Когда у людей куча денег, могут делать все, что хотят. Любые вечеринки. Ну, да и не куча денег. Делай себе какую вечеринку, какую ты хочешь. Но все-таки это люди публичные, да, и я визажист, и у меня, например, на выпускной девочки просили сделать макияж, как у Насти Ивлевой, или там прическу, как у Насти. То есть это вот, ну, сколько там, 16 лет. Просто печально то, что вот эти девочки 16-летние, они смотрят на Настю и думают, что это круто и это классно, мы тоже так хотим, и к примеру. Ну, то есть это же кумиры, а с кумиров обычно те, кто фанатеет, берут пример.
И вот это вот печально. Кто ходит на эти концерты, кто... Она же блогер, она зарабатывает, ну, как она, ведущая уже. Она была и раньше блогером, раньше вроде она нравилась, сейчас, конечно, много негативного про нее можно услышать, как она изменилась, там, и внешне в том числе. Вот, но это все ее личное дело. Просто то, что им ничего не будет за это, конечно, понятное дело. Там она изменилась, на этом достаточно. Или там этот наш поп-король, как его называют, да, у него тоже были уже концерты, где он там какую-то вообще устраивал, тоже непонятно что. Тоже ему ничего за это не было, и ничего не будет им. Просто другой вопрос, кто это смотрит, опять-таки, кто... У меня вот был знакомый депутат, который спускался периодически в метро. Когда у него спрашивала, зачем он это делает, если у него там есть водитель, он говорил, что я хочу не отрывать вот эту связь с народом. Но это вот, надо сказать, депутат такой честный. Это честный человек, потому что у каждого человека есть своя мораль, есть свои какие-то нормы, свое воспитание и то понимание того, что ты можешь сделать, а то, что, то, что ты в любом случае не сделаешь при любой ситуации. Вот эта грань внутренняя у каждого человека, она есть. На что ты готов пойти ради чего-то, а на что нет. Вот. И он говорил, что я вот стою, я слушаю, что беспокоит людей, о чем они думают, о чем они говорят. Я не хочу терять связь, и вот, чтобы вот это вот возвышение вот этого не было над обычными людьми, когда вот там прославляют этих там блогеров или кто они там, эти певцы, как какие-то небожители, какие-то вообще они... Я, честно говоря, работая с большим количеством публичных людей, я точно не считаю, что это какие-то небожители или какие-то... Зачастую это, честно говоря, очень неинтересные люди, честно говоря. Вот. Поэтому меня они вообще, как звезды тем более, как еще кто-то, вообще не привлекают. Но это ладно, но просто еще... Насколько это убого выглядела эта вечеринка, эти костюмы, какие-то недокостюмы, как это все внешне выглядело, все эти люди, как они внешне выглядели, просто убого, на мой взгляд. Вот, поэтому это какая-то безнравственность, какая-то... Когда ты... Одно дело, когда ты где-то там, тебя никто не знает, ты делаешь какие-то вечеринки, а здесь другое дело, когда ты это все освещается, и когда это показывается, ну, в том числе самые... Молодежь — это самый такой контингент прослойки общества, который очень внушаемый. И вот эта молодежь, она смотрит на этих людей и думает, вот это круто, наверное, это я так тоже хочу, еще что-то, я не знаю. Или вот эта вседозволенность, когда ты уже вот имея большое количество денег, может быть, не знаешь, куда их деть или еще что-то. Ну, опять же, это их право, там, их деньги, и пусть они закатывают вечеринки, какие хотят. Но насколько это безнравственно, насколько это безвкусно, что это, конечно, просто вызывает много вопросов, кто их смотрит, кому они нужны, кто вообще следит за их жизнью и, ну, не знаю. Мне совершенно они, конечно, неинтересны. Вот. Что еще? Значит, я хотела сказать по поводу, уже отойти от этой темы, и хотела сказать по поводу своего чистосердечного признания. Я, на самом деле, в том году у меня произошли изменения в моей творческой карьере, и я поняла, что давным-давно, что на самом деле тема визажа, продвижение себя как визажиста меня не интересует. Потому что если бы мне это было интересно, я бы уже с какой-то отправной
такой точки, которая у меня была, я бы уже куда-то двинулась вперед и что-то бы, ну, развивалось уже более активно. Вот. То есть я как бы визажист, но при этом я понимаю, что мне неинтересно записывать видео с косметикой, с визажем. Ну, то есть мне интересно иногда, когда у меня есть настроение, но вести свой канал и блог просто вот по косметике что-то придумывать, еще что-то. Мне это не... Я попробовала, и я понимаю, что я не хочу никого обманывать. Поэтому я просто это записываю, чтобы люди, может быть, кто-то подписывается из-за косметики, а я косметику буду мало снимать. Меня как раз больше интересует записывать видео, высказываться, делиться своим мнением и по разным вопросам, и в дальнейшем я просто думаю над тем, как мне по-другому развивать свой канал. Я считаю, что в любом возрасте можно изменить свою жизнь, изменить направление, в том числе в карьере, в работе. Я понимаю, что мне много вещей ну, интересные совершенно, которые я еще пока не изведывала, не попробовала. Хочется заступить на этот путь и хочется попробовать себя в других направлениях. Я знаю, что у меня получится, за что я берусь, у меня получается. Может быть, очень самоуверенно звучит, но тем не менее. Вот, поэтому, собственно, в этом году я так немного записывала видео про визаж, потому что уже для себя поняла давным-давно. Это вот тот случай, когда ты работаешь. С работой у меня было все хорошо, у меня много клиентов было и много всего, интересных разных предложений, сотрудничества. Но когда нет внутреннего ощущения того, что ты на правильном пути, что ты вот полное удовлетворение, это очень было, знаете, так сезонно. То есть сначала, когда-то я там получала удовольствие от работы, когда-то я работала и понимала, что я здесь делаю, я делаю совершенно не то, я трачу время. Много же есть отличия работать по профессии, работать по призванию. Вот мне хочется работать по призванию. Я работу по призванию связываю еще лично я с тем, что я буду каким-то образом помогать. Вот. И пока что моя помощь была в косметике, когда я просто приносила радость клиентам, потому что для девушек, конечно, очень важно было, важно выглядеть, да, и много радости от того, когда они видят себя красивой. Это все мне доставляло удовольствие. Вот. Но настал тот момент, когда просто уже время идет, и мое внутреннее удовлетворение, его нету от того, что я делаю, поэтому я просто приняла решение, что надо с этим заканчивать. Поэтому косметики будет все меньше и меньше. И даже вот к Новому году я не буду никакие там новогодние косметики, новогодний макияж записывать, потому что мне это не интересно. Вот, я говорю об этом честно. Я могла бы сейчас втопить и нажать на газ и давать там записывать неимоверное количество про косметику, чтобы набирать подписчиков, но мне кажется, что так лучше не надо делать. Надо все делать с удовольствием. Вот. Поэтому, когда ты делаешь с удовольствием и с любовью, тогда все точно получится. Так что, в общем, вот такие планы. Ну а в следующем видео я буду говорить, как раз рассказывать о том, где я работала, с кем сотрудничала, сколько я получала. Если вам это интересно, то welcome. Ну а я прощаюсь. Такое коротенькое видео сегодня я записываю. Правда, очень соскучилась по такому видео. И еще до Нового года я, конечно же, запишу парочку видео. Так что хорошего вам настроения новогоднего. И пишите, пожалуйста, в комментариях, поставили вы елку, не поставили, нарядили, как у вас настроение вообще. Я уже увижусь с вами в следующем видео, скоро запишу. Так что пока, до новых встреч. Спасибо за внимание.